Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно оказались на канале Таро Немо. Расклад Таро на будущее. Что уйдет, а что придет взамен? Что идет на ваш порог, что спешит в вашу жизнь, давайте с вами узнаем. Возможно, что изменит вашу жизнь. Ну и для того, чтобы сориентироваться, чью судьбу нам сегодня поведают карты, давайте выполним сигнификацию. И карты нам расскажут какую-то историю, да, или чтобы вы себя узнали, насколько подходит наш расклад вам лично. Вот они нам расскажут именно, что думаете, быть может, вы сейчас, или что вас беспокоит, что в вашей жизни происходит. Вот тоже именно прямо сейчас какие, ну, как назло, дня проблемы покоя не дают, может быть и так. Рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии и здравого смысла. Ну и, конечно, наш расклад одинаково подойдет как и для мужчин, так и для моих любимых девочек. Неважно, какого возраста, все девочки. Я всегда так говорю. Итак, кто же вы? Что происходит в вашей жизни прямо сейчас? Так и хочется сказать по этой карте раздрай какой-то. Ну, не просто, это правда. Карта информационного хаоса, я ее часто так называю, вы слышите. А вообще это путаница. Непонятно, кому верить. Непонятно даже не то, что надеяться. Тут не совсем карта надежды, точнее, вообще не про надежду. А вот именно какая-то путаница, разрозненная информация. Может быть, это даже в лице одного человека. Сегодня сказал одно, завтра другое. А может быть и в течение дня. Начинается как будто за здравие, но заканчивается да и вообще непонятно как. Вот нет, вы сейчас не чувствуете, ну, какой-то твердыни как будто под своими ногами. Как будто нет, может быть даже, когда прежде ваш глаз мудрости, подсказки души с вами как будто говорили, и такой своеобразный компас для вас создавали. А вот теперь этого нет. Вы как будто, ну, так несколько запутались, или вот внешние даже обстоятельства сложились именно так, что путаница создалась из-за обстоятельств и определенных лиц. Вы действительно не знаете, как поступить. Что вас отличает? Вот какова ваша судьба? По рыцарю мечей вы могли недавно услышать какую-то правду. Вы могли столкнуться, может быть, при какой-то беседе с конкретным человеком, и он вам выдал такую информацию, которую вы не знаете вообще, как ее воспринимать, с какого бока к этому подходить, каким образом это может касаться меня, может быть и так. А для кого-то я тоже не исключаю, особенно для тех, кто занят, может быть, личным творчеством, личным бизнесом, или вы руководитель, пусть даже небольшого звена. Вы где-то пытаетесь проанализировать, как выплыть. Может быть, сложная ситуация оказалась на работе или вот в вашем личном деле, может быть, в вашем личном ремесле. У кого-то это могло быть сопряжено с проверяющим, ну или вы могли его ждать. То есть вы понимаете, что есть сейчас какая-то правда, вот мне ее как будто нужно, ну если не найти, то хотя бы остро прочувствовать, потому что не должно быть замешательства, не должно быть какой-то путаницы. Вы можете, кстати, чувствовать, что в вашей жизни все не случайно. Вы именно это чувствуете. Возможно, поэтому вы где-то не торопитесь. Вы сейчас словно как губка пытаетесь впитать в себя все то, что и люди говорят, все то, что вокруг происходит. Тут именно аналитика. Все же вы ищете правду истинную, пытаетесь ее найти. Но здесь отнюдь не, скорее всего, не тот человек, который будет, ну, буквально в каком-то споре участвовать. Хотя, может быть, вас к этому без конца вынуждают. Но вы, по крайней мере, пытаетесь от этого уйти. Потому что аркан справедливости, вы понимаете, во-первых, вы сами человек надежный. Вы сами тот человек, у которого есть свои жизненные постулаты и принципы, против которых вы идти совершенно не собираетесь. Но, может быть, жизнь вас сейчас заставляет именно перестроиться. Как будто раньше было понятнее, была четкая правда, а теперь все переворачивается, и непонятно вообще, что происходит. Возможно, вы прожили такую сложную жизнь, у кого-то из вас, когда вы поступали, ну вот знаете, как принято, а с вами поступали, как кому выгоднее, вот так. Что в вашей жизни происходит прямо сейчас? Вот и создается эта пятерка пентаклей,
когда недостаток взаимопонимания и недостаток, может быть, финансов. Возможно, вы следите за новостями. Возможно, вы действительно недавно получили как весточку, или, может быть, с кем-то возобновилось общение. И неважно, в деловом это ключе или это в личном. Но, скорее всего, вы не ждете от этих сообщений каких-то прикрас. Вот вы настолько сейчас холодно где-то и мудро пытаетесь оценить все то, что в вашей жизни сложилось. Может быть, поэтому вы открыли это видео, что уйдет, а что придет взамен. Так в конце концов, вот какая-то путаница, она разберется или нет вот с таким вопросом. Да, много людей вокруг вас, которые вас то и дело втягивают в какие-то проблемы. И, скорее всего, вот это недопонимание, если есть, да? Или когда отсутствие взаимопонимания. Вы понимаете всех? Вот посмотрите. Аркан справедливости внизу, десятка пентаклей по максимуму. Вы ресурсный человек. Вы умеете зарабатывать деньги. Но вокруг вас тысяча каких-то обстоятельств и непонятных лиц. Может быть, это даже люди достаточно близкие. Но либо их поведение, либо абсолютная уверенность, что так будет всегда. Возможно, вы вот именно через помощь. Может быть, это домочадцы. Но вы понимаете в этот момент, что нет. Все же, к примеру, если меня даже смотрит человек, который уже имеет жизненный опыт, вы можете понимать, что, ну да, дети детьми, допустим, внуки внуками, но жизнь идет вперед, дети где-то взрослые, может быть, отдалились, а возвращаются тогда, когда что-нибудь нужно, может быть, банально и так. Но сказать, что это какие-то искренние, ну, такие посылы в вашу сторону, конечно, я не могу. Очень много мыслей, потому что вот именно опыт сын ошибок трудных вам заставляет вас что-то передумать. Как будто даже если и есть хорошее общение, так и жди, что потом что-нибудь криво вылезет. Вот вы не хотите собой рисковать. Факт. Возможно, есть и то, что вы еще не готовы отпустить. Но, скорее, это ведь нам о вас. Вы пытаетесь стабилизировать какую-то очень сложную историю. Возможно, кто-то пытается, знаете, как с нуля что-то даже начать. Возможно, в вашей жизни, кстати, был не раз такой период, когда, ну, знаете, все как сходило на нет. А то и вам приходилось, точнее, это оставить и начать все заново. И, в принципе, для кого-то из вас сейчас, может быть, даже вы пытаетесь просчитывать, вот кто-то так банально ищет информацию, потому что вы внутренне понимаете, что вы, ну, как подсказки, может быть, вашей души, мне нужно переехать. Может быть, и далеко, может быть, и поближе. Может быть, банально кто-то получил известие, ну, вот давайте будем реалистами, ваш дом сносят, допустим, да? Или будет какое-то распределение. Вам придется, может быть, это аренда. С этой аренды придется переехать, потому что очень часто дороги. Возможно, вы уже какие-то поездки совершили или были в них прежде. И именно где-то находясь, все-таки это на сегодняшний день, нам показывают карты, так вот у вас могла быть какая-то важная поездка, в которой, ну, для вас как открылись глаза. И это, скорее всего, было связано, кстати, с человеком, который себя как-то повел, ну, скажем, странно. Потому что могли быть с ним договоренности какие-то прежние, или могли быть отношения, мои дорогие, у кого-то по части личной жизни. У кого-то даже личная жизнь, ну, как бы вот через отношения. Уже вы, может быть, и мечтали, строили планы вместе, но вот потом создалось какое-то пространство, создался случай или произошло нечто, тут у каждого по-своему, когда мы понимаем, а нет. Может быть, даже это долгие годы, и вдруг вот открываются глаза, мы понимаем, да нет, мы шли как будто не туда, или понадеялись не на тех. Возможно, у вас сейчас, правда, посмотрите, король кубков – это часто наши близкие. Я не исключаю, конечно. Сюжет у нас первая персональная карта. У кого-то может проигрываться либо близкий человек, у кого-то это, ну, буквально родня, да, кровная родня. Но у кого-то это будут те отношения, когда, пусть вы вместе проживали,
Вы очень долгое время общались, может быть, встречались. Или вот эти самые планы, все то, что я сказала. Вот как будто нужно пересмотреть. Я не исключаю, что даже у кого-то из вас, кто смотрит сейчас видео, отношения, которые стояли на паузе, а потом вдруг возобновились. Или, знаете, то, что мы называем качели. То возобновляются, то опять прекращаются. Вот явно вам в этом хочется навести порядок тоже. Может быть, вы пытаетесь разобраться с таким сложным человеком. Это то, что я говорила в самом начале. Но я должна тогда сказать вам, смотрите, можно сказать, старший аркан итог некоторый подводит, что тут все движется в своем каком-то судьбоносном сценарии. Тут вы не случайно оказались с этими людьми в подобной ситуации. Вот именно через этот опыт как будто следовало пройти. И вот сейчас у вас наступает этап выздоровления. Поэтому и мысли ваши сегодняшние не случайны. Вы правильное направление как будто пытаетесь взять. Вот действительно, могу я доверять или нет? Тройка мечей, карта здорового равнодушия. Вот обратите внимание, никаких эмоций. Эмоции остались у каких-то людей, у конкретного человека. Может быть, у ваших близких. Вот если мы говорим, о чьей судьбе поведают карты. Но непростая, правда, судьба. Вы сейчас проходите тот путь, совсем непростой, который раньше он был связан с очень глубокими эмоциями в вашей душе, причем искренними. И вот на сегодняшний день вы чувствуете в себе здоровую долю здорового равнодушия. Вы можете прийти к выводу, что меня слишком часто на эти эмоции вызывали, и, может быть, посредством этого я был или была очень уязвима. Поэтому мне теперь, так вот несколько, нужно все же, как бы внутренне вы готовы к тому, что что-то завершить, лишь бы вас это не мучило. Непростая такая сигнификация, почему-то у нас в последнее время, все такие расклады не самые простые. Ну ладно, у кого это откликается, мои дорогие. Так что же придет, а что уйдет, точнее наоборот, сначала посмотрим, что завершается, что уходит из вашей жизни буквально по судьбе. Итак, я складываю карты и продолжим наш расклад на будущее. Что же в будущем ждет? Давайте так, ближайшее время возьмем. Конечно, это могут быть дни, но это могут быть и месяцы. Тут мы все разные. Вот давайте узнаем. И мы достанем по 6 карт, что уйдет, а что придет взамен. 2 позиции, что уйдет, а что же спешит в вашу жизнь, спешит на ваш порог. Может быть, готовится как будто, да, к тому, чтобы стать явью. Что уйдет, что пытается от вас оттолкнуться, то, что завершается в данный момент в вашей жизни, что уже в принципе для вас не прогресс и не имеет значения. А что же придет взамен? Так как-то получилось, взяла да перевернула. Ладно, остальное не переворачиваю. Что придет, что спешит в вашу жизнь, что спешит на ваш порог. Но вот, кстати, эта карта говорит, что вам ведь правда тут ускорять или себя как будто муштровать, подталкивать никак нельзя. Потому что тут вот именно момент какой-то вам нужно, да? Давайте уже начнем с того, что придет, что спешит в вашу жизнь. Тут не очень быстро, тут сам по себе шанс. Но ведь, понимаете, мы как будто должны увидеть вот этот кубок, который нам как из ниоткуда появляется. Это какая-то возможность. Поэтому всегда этой карте предшествует как и аналитика, так и, где-то застой, может быть, мои дорогие. Я такое не исключаю. И задача, пусть, если у вас сейчас, вот, кстати, в жизни, та сигнификация, которую мы с вами достали и посмотрели, вот если вы чувствуете, что, у меня, правда, сейчас сплошная пауза или какое-то торможение бесконечно, ничего не меняется, так это значит сценарий Всевышнего, мои дорогие. Приготовьтесь, потому что как будто нужно взять мечту. Итак, что же там уйдет? Что пытается от вас оттолкнуться? Что пытается завершиться в вашей жизни? Рыцарь кубков. Какая-то история, которая красиво начиналась, а потом, как растворилась, мои дорогие.
Что уйдет? Но это будет еще тем не менее. А потом через какое-то время, или вот, кстати, эти две карты могут свидетельствовать о том, что как человек пытается вернуться в вашу жизнь. Причем вы услышать можете новость от него, от какого-то человека. Причем он вам даже может сказать о абсолютно таком своем ясном, твердом решении, потому что восьмерка жезлов. Может быть, человек, я не исключаю, у него в жизни что-то меняется, и он к вам придет именно потому, что у него сейчас идут перемены. Может быть, человек нуждается в вас. Правда, тут может быть та история, о которой я говорила по сигнификации. Либо это родной человек, либо это что-то, что будет связано с прошлым. Хотя я точно так же не исключаю, что буквально какое-то новое знакомство, спонтанное. Но тогда примите во внимание по рыцарю кубков, это не то, что будет продолжено долго. По крайней мере, нам и не говорят, что это будет закончено вот прямо сразу, потому что как будто восьмерка жезлов – это как добрая трансформация. Вы можете просто банально новость какую-то услышать, которая, вот знаете, пусть она мимолетная или сиюминутная, но она вам именно нужна для того, чтобы буквально или чем-то вдохновиться, или как новый старт взять. И это для вас тоже по судьбе, мои дорогие. Вы услышите какую-то новость, но это не есть стабилизация чего-то. Тут, скорее всего, вы окажетесь перед выбором. То есть вот что уйдет? Создастся какая-то история, где вы встанете перед судьбоносным выбором, когда вам нужно будет, может быть, делать этот выбор. Вот смотрите, у нас еще король мечей и аркан справедливость с учетом закона. Как в отношении вас работает закон? Возможно, вам придется какие-то бумаги, вот смотрите, как интересно, какие-то бумаги переоформлять или перестраивать словно отношения, которые будут иметь либо юридическую, либо все равно документальную плоскость. Потому что две карты справедливости, часто по королю мечей, это у нас юристы, адвокаты, или те люди очень рациональные, люди-эксперты, люди, которые 1000 раз, может быть, все подумают, прежде чем они какой-то вердикт вынесут. Или они сами где-то действуют в рамках закона, с учетом, опять же, аркана справедливость. Но я точно так же не исключаю вот то, что я говорила, что это будет связано вот именно с тем человеком, который, с кем вас связывала в предыдущий период судьба. Так вот, у человека может что-то изменяться, в том числе, как законы поменялись, и для него теперь какая-то новая траектория образуется. Или, может быть, он задумал, ну, что-то тоже переиграть. У него, безусловно, будет свой интерес, и он, скорее всего, с этим интересом к вам спешит буквально на ваш порог. Но это ненадежно. Это то, что все равно, как будто вот да, вы окажетесь перед выбором, но это будет трансформировано. Вот в том ключе, как вам скажут эту новость или то, что вы услышите, это не останется надолго. И вот теперь я понимаю, почему эта карта выпала, да. Тут именно поразмышлять нужно. Ну, давайте будем смотреть дальше. А что придет? Мир, мои дорогие. А вот для кого-то из вас, будьте готовы, мои дорогие. Тут поступит какое-то предложение, может быть. Вот действительно предложение, шанс, возможность. Если вы думали о переезде, к примеру, или поездке куда-то, или вот как мир. И я, конечно, надеюсь, мы все надеемся, что в каждом доме, в каждой стране будет мир. Но все же наш расклад, он более конкретно индивидуальный, скажем так. Но для кого-то это может иметь значение. К примеру, раньше были закрытые границы, а тут откроется. Или пусть эти закрытые границы, ну, знаете, не было какой-то важной составляющей, когда вы даже через закрытые могли как-то проехать, объехать, или документ, когда вы могли именно пересечь эту границу, да. Но тут две карты, мир – это всегда пространство. Вот здесь у нас как будто человек под дубом сидит, да. Ну, закрытое, хоть он и на открытом пространстве, но он как в своей капсуле. Он что-то читает, он ушел в какие-то размышления, ушел как будто сам в себя. Иногда это карта апатии. Так вот, у кого-то из вас именно будет какое-то предложение, которое вам нужно принять. Вот придет взамен. Мы с вами сказали, что уйдет. Нам сказали
ответили, как будто, что это действительно может быть предложение, причем дальше продолжение, добрая трансформация. И аркан справедливости иногда мы говорим как аркан кармы. Поэтому тут какая-то взаимосвязь с конкретным человеком, которым вам, как дает вам, ну, тот самый, может быть, шанс или приносит какую-то весть. И для вас она будет очень важна. Вы не можете от чего-то отказаться. Именно для вас это как будто прогресс будет. Но принять это решение будет очень сложно. Сложно, потому что себя как будто придется перестроить. И может быть, когда вы совершите какую-то поездку в конкретную местность, или когда вы встретитесь с конкретным человеком, вы окончательно понимаете, вот что это действительно завершается. И я ведь не говорю, что отношения завершаются, мои дорогие. Вовсе нет. Ведь это арканы трансформация. Да, выпадает десятка мечей. Изящное завершение, как говорит Колет барон Рид. Но ведь это, знаете, перевод отношений у кого-то может быть на другой уровень. Ну и правда, есть и люди, которых мы не можем исключить из нашей жизни. Коллеги, соседи, близкие, какие-то друзья. Те друзья, которые едва ли не ближе, чем родственники кровные. Или, может быть, ваши дети. Пусть это какое-то близкое такое родство, или оно далекое, но по факту оно близкое. Тут мы все равно вот это не выбираем как будто. Вот есть и люди, которые не случайно оказались в вашей жизни, мои дорогие. И вот как будто с этими людьми вам придется пройти трансформацию и увидеть их другими глазами. Очень символична сигнификация, потому что есть то, что вы как будто увидите без прикрас, что вам, возможно, ну и не очень нравится, но вы это примете как постулат, что да, это есть. Может быть, внутренне я не соглашаюсь, ну а толку с этого, если в реальной жизни это присутствует? Вот вы примете реальность такой, какая она есть, мои дорогие. И это для вас, может быть, и откроет как раз глаза на то, чтобы не упустить какой-то Его Величество шанс или случай. Потому что вы в этом именно вы черпаете силы. Давайте еще узнаем, что уйдет. Вот правда путаница, двойка мечей, какой-то очень сложный выбор, и еще одна двойка. Нам снова говорят о чувствах, которые закончились ничем. У кого-то разочарование, у кого-то предательство, у кого-то словно, знаете, то, ну, может быть, меня люди смотрят из разных стран, то горе, которое невозможно выплакать, может быть так. Это те воспоминания, которые греют душу и нас постоянно, как отбрасывают назад. Вот это было когда-то. Может быть, вы часто спрашиваете у себя, ну почему вот так случилось? Почему человек так поступил? Почему это произошло? Ну, мои дорогие, это уходит. Уходят эти разочарования. Наверное, это все то, что я только что сказала. Вы сами себя перестанете мучить и задавать эти вопросы. Давайте узнаем, а что же придет взамен? А совершенно новый жизненный этап. Аркан нулевой, посмотрите. Вы какой-то период как будто вынуждены будете, вот действительно у кого-то с поездкой или с переездом. Ого, все серьезно. Вам как по судьбе другой человек, мои дорогие. Должна сказать, человек сложный. Человек тот, который привык поступать, ну, вот так, как он привык. Может быть, поэтому вам необходимо, этот человек может находиться на другой ступени лестницы иерархии. Этот человек, я допускаю, с учетом всех карт, может вообще от вас отличаться, нулевой аркан. Здесь может быть, как люди говорят на разных языках. Я допускаю, что вас может свести судьба с очень одиноким человеком, как одинокий волк, и в этом вы будете с ним похожи. Вы будете похожи, несмотря на то, что вроде бы различия, пусть разные языки, пусть разные какие-то системы, даже менталитет. Или когда человек, ну, может быть, привык руководить, может, по жизни руководитель, или, в принципе, человек статусный. Увы, возможно, не того статуса. Но вот это пережито, какая-то, может быть, душевная травма вас будет объединять, мои дорогие, как ни странно. И вот такой человек, он вам тоже как по судьбе. И вы его встретить можете именно тогда, когда вы как свою боль окончательно проработаете. И станете, может быть, вот этой силы наберетесь. И будете смотреть на многие вещи мудро. Вот как будто так.
для кого-то из вас вместе с этим человеком изменится и ваш статус. Вы как будто из отшельника можете, превратиться совершенно в другую личность, более уверенную, более такую спокойную, когда ваша жизнь, она вообще будет меняться, потому что по аркану император – это организация. Да, я у кого-то допускаю, что тут будет именно решаться какой-то вопрос по документам. Я это тоже не исключаю. И вы столкнетесь с человеком, который, тем не менее, чем-то может вам помочь. Оформить документы или решить какой-то вопрос не будет просто, опять же, да? Но ведь аркан император – это еще и когда мы берем ответственность сами на себя, когда мы организуем нашу жизнь как-то по-новому. Вот это вам предстоит, вот это приходит взамен. И я бы хотела сказать, оно того стоит. Давайте еще узнаем, что идет из вашей жизни, что пытается завершиться. Долгий период, как в сумерках. Вы, может быть, шли словно на ощупь, пытались, так, прочувствовать, что говорят люди, что они задумали. Кто-то из вас словно искал свой дом, мои дорогие. Место безопасности, тыл пытался создать. Но из этого, скорее всего, ничего не получилось. Вот какое-то прошлое, вот правда, у кого-то будет переезд, мои дорогие. Как будто заплутала императрица, мои дорогие. Вот как. А тут император. Как будто двое людей ищут друг друга. И хоть у нас расклад, я снова повторюсь, чувств, мало карт, вообще не про чувства. Но это значит, друг к другу идут навстречу два человека, которые, может быть, на разных меридианах и полюсах находятся. Но вы должны встретиться, какая-то судьбоносная встреча у вас должна состояться. Потому что это именно как по судьбе предназначение. Но прежде чем встретиться, это какой-то, наверное, сложный путь пройти, приходится истоптать не одни башмаки. Но эта встреча абсолютно точно, она состоится. Уходит вот именно какая-то разобщенность, может быть, разобщенность даже с теми людьми, которые вас не понимали. Те люди, которые, может быть, вас многократно вводили в какой-то минус или в какой-то пустые надежды, ожидания. Вы делаете важные выводы для того, чтобы идти вперед дальше. Что же придет? Что придет взамен? Радостная новость какая-то будет. Вот это Паш у нас часто вестники. И где-то именно вот четверка это, да, она может говорить о том судьбоносном случае или новости, или информации, которую вам нужно обязательно принять во внимание. И, скорее всего, это две даже могут быть новости, или одна вытекает из второй. Может быть, это начинается что-то не сразу, вот знаете, как перед нами план выложили, да, и с какими-то, как теорема доказанная, да. Нет, это поначалу на уравнение с многими неизвестными может походить. Но, тем не менее, потом как будто у вас проясняется ситуация. Более того, будьте готовы к тому, что кому-то придется изучать, может быть, и языки, правда? Смотрите, придет какая-то новость еще, или это будет связано с человеком, или обстоятельствами внешними, которые вас тоже могут подталкивать к какому-то важному решению. Вот мне это очень интересно спросить. Давайте я немножко труху сдвину. С чем это связано? Ну, правда, карта будущего. Но это будет связано, может быть, с какой-то грустной историей и опять же выбором, мои дорогие. Либо я в прошлое, либо я с этого момента иду вперед. Вот такого рода выбор может быть. У кого-то может быть, знаете, какой выбор? Когда вы еще думаете, воспоминаниями живете о прежнем союзе, о прежних взаимоотношениях, о прежней жизни. И тут в вашу жизнь приходит человек. И, кстати, ваше знакомство с таким императором может начаться, если не со спора, то, вам может этот человек даже поначалу не понравиться. Он может быть сам такой колючий или такой, знаете, я вот говорила, жестковатый. И вы уже как бы натерпелись уже каких-то сложностей. Вам хочется душевности. Вот ваша душа, она вроде бы и просит
какого-то покоя или, ну, может быть, отчасти хоть временного релакса, как будто отогреться. Но, мои дорогие, приготовьтесь к тому, что нет, не получится очень быстро. Вот самый какой-то такой ответственный момент в вашей жизни, непростой он получается. И все же, когда не расслабишься, я должна сказать так, потому что мы не должны себе нарисовать каких-то неправильных образов, а держать руку на пульсе, или не довериться. Может быть, это пока мы ж не знаем, все мы разные, правда? Пока вот вы буквально встретите очень важного человека или как-то сложится так судьба. Вы можете встретить тех, которые выдают себя за что-то надежное. И тут вам тоже нужно не растеряться. Да, вы можете действительно в вашей судьбе как будто сомневаться. В вашу жизнь идет тот человек, который для вас поддержка и опора. Но вот я сказала колючий, а тут выпадает король Пентаклей. Это великий консерватор. Вот тут дважды может быть у вас по судьбе такой сложный человек. Может быть, это, может, и несправедливо звучит, но тем не менее, как будто вас судьба, как репетицию вам такую устроила. Вот именно нужно было пройти какой-то сложный, печальный опыт, может быть, многократный, потому что вы удивительный человек, вы сохранили душевное тепло. Единственное ваше сейчас, как бы, может быть преимущество, а может быть где-то и минус, хотя я бы сказала, что это больше плюс. Вы сейчас, скорее всего, никому не верите. Вот вы не верите, и вот, видимо, через это неверие какое-то время вот вам и нужно пройти, прежде чем в то же время ухватить вот этот шанс. Как будто это будет что-то совершенно новое. Это будет совершенно какая-то новая история, мои дорогие. Но человек может быть для вас сложен именно тем, что он живет по своей указке, по своим каким-то принципам, достаточно жестким. Но давайте, тем не менее, мы еще спросим, так а что еще уйдет? Что завершается в ближайшее время? Ну вот, наверное, мы близимся к финишу нашего расклада, потому что то, что выпало первой картой в сигнификации, теперь уходит. Что уйдет? Уйдет какая-то путаница в деньгах, кстати. Уйдет, тем не менее, какая-то, ну, элемент стабильности, будьте к этому готовы. Не будет, может быть, уходит, знаете, к примеру, ваш план накопить денег. Вот банально, да, и это тоже уйдет. Может быть, вы поймете, что смысла нет копить, а тут нужно какие-то искать альтернативные варианты. Имеется в виду не копление ради накопления, да, потому что вы можете, к примеру, воспользоваться меньшей суммой. Или вы можете обойтись как бы меньшей суммой. Или вам, ну, как жизнь предоставит, опять же, какую-то возможность, которая вообще не с деньгами будет связана. Явно вы тут будете пересматривать свои финансовые планы, потому что, ну, как будто этого требует время. Точно. Так работает фортуна. Колесо фортуны. Вы поменяете свои какие-то приоритеты, мои дорогие. Будьте к этому готовы. Кто-то поменяет одиночество на шанс, возможность. Может быть, это не есть само по себе одиночество. Я имею в виду здесь не столько личная жизнь, а это когда вы, допустим, сейчас вот именно заняты сами собой и поставили себе уже какие-то цели. Вот здесь это тоже будет пересматриваться. Это как будто, знаете, план минимум у вас есть и максимум. И вы, в принципе, расписали, да, вот такое, как расписание своей жизни, таймлайн, может быть, даже поставили. Ну вот занимаюсь этим и этим, а потом вот другим чем-то. Или там какая-то последовательность. Вот эту последовательность придется пересматривать. Будьте к этому готовы. Всегда ведь колесо фортуны – это скорость, это неожиданность. Это вот этот самый шанс, который нам дается отнюдь не каждый день. Что придет взамен? Что в себе несет колесо фортуны? Деньги, они никуда не денутся. Хочется сказать, одна из лучших карт в колоде на деньги. И для кого-то из вас это может быть, да, много работы, но эквивалент какой-то другой. Вообще это помощь высших сил. Поэтому шестерка пентаклей – это, знаете, какой-то глобальный баланс, гармония, когда можно не беспокоиться, не суетиться, что придет взамен.
И, может быть, вы, тем не менее, вот каждый шаг, мои дорогие, вот обратите внимание, каждый шаг вы будете анализировать. Карта Солнца, тем не менее. Фортуны. Очень логически у нас выстроился расклад, не всегда так бывает, бывает и путаница. Но вы с каждым своим шагом, каждым успехом будете одновременно вносить коррекцию в то, что для вас когда-то прежде было очень важно. Вы как будто будете, знаете, вычищать свое пространство, свою жизнь от того, что наносное. Может быть, вы думали, что это очень важно, или это для вас имеет глобальное значение, вы будете не раз, приготовьтесь к этому, приходить к выводу, что это теперь нецелесообразно. Это вообще не имеет никакого значения. Вы, что придет взамен? Вы научитесь где-то жить одним днем. В каком это в плане? Хотя тут карта Солнца, это месяцев, может быть, 6 на 8. Но вам придется такую траекторию взять. Вот я сегодня прожил, на завтра планы как бы мы строим, все равно планируем. Но это не тот план, который такой, знаете, железный. Нет, это то, что каждый день требует коррекции, мои дорогие. Вот я о чем. И вам придется почти до конца 2026 года прожить вот в такой траектории и в таких энергиях. Но для тех, кто открыл позже, может быть, расклад, тогда примите к сведению вот от той даты, когда вы увидели это видео, отсчитайте месяцев 6-8. Вы выбираете правильное направление. Какие-то люди будут уходить из вашей жизни, какие-то и события будут мимолетными, но есть и то, вот как будто в вашу жизнь спешит только то или остаться, что будет для вас иметь перспективу, что будет для вас надежность. Но вы еще пока этого не видите. Это будет совсем не та жизненная, может быть, позиция и не совсем тот путь, который вы планируете сейчас. Поэтому и колесо фортуны говорит: приготовься, впереди перемены. Перекладывайте на себя, мои дорогие, а я благодарю вас за вашу доброту и душевность, за вашу помощь и поддержку, добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал и читайте мои публикации на моем сайте. Все ссылки я оставлю в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.